Это еще что за чудо? Дамы и господа, приветствую всех, с вами Сэр Холмс. Это Tamriel Rebuild, Morrowind, продолжаю. У нас тут прекрасный пейзаж Голмока. Вдалеке виднеется старый Бенгард, который я покинул в предыдущем эпизоде. Немного попрыгаю. На повестке дня посетить парочку данжей и продолжить свое продвижение к рабскому рынку. Я вообще на самом деле хотел бы тут даже, возможно, переночевать, но у них, по-моему, нет никакого даже хостела здесь. Сейчас проверим. Если нет, буду искать счастье где-нибудь в данжах, наверное, как раз таки. Кстати, смотрите, как проработано. Тут даже вот сделаны сломанные доски на этих всех мостах. И здесь вот. Здоровски. Вообще мне нравятся дома на сваях. Это всегда мне казалось таким необычным, экзотичным. А, черт! Искупался. Так, ну и первым делом... Наверное, я бы хотел сюда слазить. Зависит от того, где у нас есть вода, где нет воды. Вода у нас есть везде. В любом случае левитировать придется. Или нет? О, не пришлось. Так, тут я смогу? Смогу, отлично. Да, это гробница Ильви. Это очень комплексная гробница, и мне сейчас будет, возможно, трудно найти именно то помещение, в котором находится мантия, которую я хочу найти, проверить. Вот, поэтому вернусь через секунду. Ну это вообще просто забей. Тут 8 скелетов, 9. Одного пришлось прищучить. Вон там еще доэдрическая катана, или это, наверное, клеймора, точнее, валяется. Блин, я не знаю, как пролезть через них. Я тут начал пользоваться даже, блин, кольцом хамелеона, которое у меня давно уже. Там с первых десятков серий, наверное. Блин. Наверное, так смогу пролезть. Да, я могу ее утащить. Я там еще нашел нычку свою небольшую, когда скидывал излишний лут. Черт, ух, не заметил. Вот он. Скидывал излишний лут, когда был перегружен. Там мантию подобрал, вот эту вот. Постоянный эффект. Ну, это вот такая вампирская штука. Если стану когда-нибудь вампиром, буду ее носить. Так, вот он наш. Блин. Сопротивление магии. Почему вы такие глазастые? В общем, отстойная там мантия. Ну, давайте сейчас еще раз посмотрим, что там. Ну, стрелы классные у них зато. Я там с того скелета лучника собрал. И вот с этого сейчас еще. Блин, тут надо кольцо лучше использовать еще разок. Не хотелось бы спалиться. Вот все. Страховидлый, блин. Все, надо выбираться. Ну, я, конечно, тут полазил. Неплохо прокачана все-таки скрытность. На 120 единиц, собственно, сама скрытность. Потом отсутствие ботинок.
Плюс хамелеон еще частенько кастовал на себя. Вот кольцо уже все поюзанное. Что тут так темно-то? Специально, видимо, так сделано. Вот, и, в общем-то, удается в большинстве случаев прямо перед носом проскальзывать у любых, в принципе, противников. Хотя нежить, я считаю, должна быть жестче в этом плане. Она не должна ориентироваться на зрение, потому что у них нет глаз. У них же нет глаз! Я вспоминаю игрушку «Проклятые земли». Возможно, кто-то из вас играл. Там, например, у нежити не было зрения. Она тебя чувствовала, даже если ты со спины подкрадываешься. Посему. Это было очень хардкорно. Нежить там доставляла много проблем. Я всегда их воспринимал как самых практически грозных врагов своих. Вот особенно учитывая, что там на высоких уровнях сложности особенный геймплей строится на стелсе. Подкрадывании к врагам сзади и нанесении им прицельного удара в голову с какого-нибудь домашнего оружия, например. Нежить. Ну и таким образом побеждалось большинство врагов, которые даже сильнее тебя. Они там все сильнее тебя практически. Блин, вот не хватало мне вот этих тут сейчас. Всяких костяных ходунков. Блин, прирезать этого, что ли? О, он толстый. Это был просто ветер. Он рассыпался от старости. Не смотри на меня так. Криповая херня здоровая. Я тут даже запомнил их маршруты. Некоторых. Сейчас он обратно пойдет, я проскользну. О, вот что приятно, эти ребята хотя бы в дверях не застревают и не мешают тебе. А, вот этот сейчас пойдет налево, смотрите. Это, наверное, тоже варлорд. А, нет, это лучник. Отъехал. Ну, вот эти, наверное, не буду брать. Стрелы тяжелющие. О, выход! Все. Тут просто сидит призрак. Если пойти туда, там еще отдельное помещение. Интересное, тоже с гонгами и всеми делами. А, тут уже стемнело, да, тем временем? Так. Где моя зельюшка? Я помню, что мое зелье самопальное восстанавливает больше маны, чем нужно, поэтому надо тренировать другие школы пока. О! Немного ресторейшена. Можно еще. Все. И у меня еще довольно много ингредиентов собрано на восстановление маны зелья. Я, кстати, даже не помню, где я нашел, вот, например, вот это вот, алканет, какие-то еще вот. Ну, это, наверное, я шарился в башне Джулианоса. Ну, вот это вот что такое. Потом какую-то вот еще шляпку гриба нашел. Наверное, это все опять у них там, у магов. Я что-то совсем не помню. Так, ну тут я не обойдусь без левитации. Полетели? Довольно далеко лететь, кстати. Скорее всего, это будет грот, где опять же придется плавать много. Ага, лодка с веслами. Ну, я уже догадываюсь, кого я тут найду опять. Как думаете? Вот что-то здесь еще есть сверху. Ну, кроме крысы, конечно.
У равенских крыс не бывает золота с отмычками. К счастью или к сожалению. Эти грибочки растут прям с изогнутыми ножками. Да, это грот. Ну, погнали. Привет. Ну ладно, раз ты хочешь так, давай так. Я давал ему шанс. Неплохое колечко, но... Оно укрепляет еще и привлекательность. Слушайте, я возьму. Это может пригодиться. О-о-о. Неплохо. Так, опять куча... О, кстати, вот где я смогу поспать. Но надо сначала тут зачистить все. О, вот вы что тут собираете. Это что? Неинтересно. Вот это можно взять. Хотя, правда, я уже перегружаться начинаю. Запереть. Какой-то горячий источник. Да, нужно снова плавать, поэтому сейчас мне нужно разгрузиться будет. Как раз тут есть контейнеры, чтобы будет удобней. Ну так, погнали. Стрелы не стал выкладывать, потому что кончилось место в бочках во всех. И все равно я ими не смогу пользоваться, даже при желании. Так. Давайте потихонечку. Так, нужно глотнуть воздуха здесь. В глубину прямо ведет. Это еще что за чудо? Может, ты утонешь? А? Да, с копьями-то. Причем с такими своеобразными. Трудновато сражаться. Может, что сколдовать на него? Да я не особый колдун-то. На тебе в пах. Да какой ты, а? Ну это жесть. Неужто потеря четверти запаса сил вот так вот сильно сказывается на способности попасть по цели, а? Смотри, он меня догоняет. Ну все. Ты мне надоел. Как насчет просто сгореть? Вы знаете, я могу на самом деле в 2 раза меньше ударов наносить своим оружием. Да, и... Наверное, мне имеет смысл все-таки носить с собой хотя бы вот это вот в ножнах, да? Потому что... это ныряльщик, смотри. Причем его именной шлем, смотрите-ка. Барис ныряльщик. И вот шлем для ныряния Бариса.
Ведь забавно, он еще и с очочками, как бы, да, такими аквалангистскими, как бы. Водное дыхание 180 на секунд. Ну, здорово, но я его не смогу использовать. Для коллекции или на продажу. Я же не могу, да, его? Ну-ка, попробую. Моя морда органианская такого не потерпит. Я хотел полечиться чуть-чуть. Не знаете еще, что я хотел? Вот что. Бафнуться как бы. Ну, давай. А, черт. Увлекся. Я тоже ныряльщик, ничего такой. Да? Со своим копьем. Да, с органианскими своими навыками. Конечно, тут лабиринты тоже. Неплохое колечко. Лабиринты еще и такие проходы. Вот реально сделали челленджевыми гроты и разрабы. Молодцы. Деньжата. То есть реально создается впечатление, что вот тяжело протиснуться здесь. Персонаж застревает буквально, когда пытается пролезть, да? Так, я оттуда сверху приплыл. Проплыл, получается, там снизу. Тут надо голову включать, когда в таких местах оказываешься. Запоминать, где ты был, где не был. Так, там я тоже был, и как раз по низу получается. Давайте еще раз. Тут ничего же больше нет, да? А так я вернусь. Ну, остался единственный проход. Он меня, скорее всего, приведет к выходу. Вот этот. И, похоже, тут я тоже был уже. Где это зелье? Ага, ну да, вот, все. Вернулся. И чё они такие злые оказались? Их даже контрабандистами-то не называют. Ну хотя, блин. Алкашки тут все равно много довольно у них. Окей. Вот, наверное, сейчас у меня перегруз будет, да? Вот это я брать не буду. И вот это я тоже брать не буду. Вот это все мое. Это не буду брать. И это не буду брать. И вот это. И амулет тут был смешной еще, да? Положу сюда, чтобы красивее было. Нет, еще не перегруз.
Я тут выложил еще пару зелий, вот таких, например. Ну что, поспать? Ну уже, кстати, утро наступило. Пару часов-то надо все равно. Отдохнуть хоть как-то после этого всего. Ну и двигать дальше. Делал перерыв тут, чтобы нацепить гир, заметил, что вебка не включена, оказывается, была все это время. Надеюсь, не критично. Ну и пора двигаться дальше. Я, наверное, просто пойду дорогами. Красивые все-таки вот эти водные растения. Мне интересно, они в оригинале такие? Мне кажется, их модами добавили, больно они уж красивые и вот придают именно водности водным пространствам. Я, помнится, там уже лазил по этим горам, тем более. Да, в принципе, по дороге по этой я ходил. Ну, почему бы не пройтись еще раз? Мы ведь уже с вами тут не были какое-то время, правда? Саундтрек, кстати, сменился теперь. Этот мост хрустит так, будто тетива лука натягивается. Я сразу настораживаюсь. Ну, да, есть, конечно, тут еще места интересные, но я что-то уже не хочу туда лезть. Как бы в новые какие-то данжи. Вон еще. Опять. Я все сразу начинаю думать, что на меня засаду какую-то устраивают. Слыша такие звуки. Невольно. Инстинкт. Условный рефлекс. Андотрен, который еще не готов. Хланаек. Хланаек? Разве это так называлось? Голмок вообще-то. Видимо, там еще какая-то дорога, которую я не заметил. О, на самом деле тут вот смотрите, вот дорога и вот дорога. А, это в Тейн, окей. Которого тоже вроде бы еще нет, но я не буду сильно отходить от пути, который я для себя избрал. Я сейчас осознал, что я же так, скорее всего, чуть-чуть южнее намного, чем плантации. То есть рабский рынок. Наверное, стоит все-таки срезать через дикую местность. Приветствую, путник. Ищу ли информацию? Возможно. Стрелок. Наемник. Чего расскажешь? И чего? Чего бы я уже не знал. Ладно, бывай тогда. Да, вроде бы и здесь я бывал даже. Такие каменные арки живописные. И на самом деле вот такие растения я впервые встречаю именно в этом регионе. Возможно, они где-то есть и на острове, но в этом прохождении... А это значит, что и за долгие-долгие годы я таких нигде еще не встречал. Возможно, они где-то есть в землях Тилвани, но этого я уже не знаю.
Возможно, это уникальные сеты. Вот эта дорога должна меня привести к рабскому рынку, собственно. Надо еще будет придумать, как этого Аргошу вытащить оттуда. У меня есть восполнение запаса сил что-нибудь, а? Так. Наверное, мне сейчас впору вот этот использовать. Шлем, наверное, оставлю. Вдруг придется драться с ними. Так, я хотел, да, восполнить запас сил. Вроде бы у меня никаких свитков тоже нет. Зелий нет. То есть надо варить, но вот беда в том, что для варки желательно тоже запас сил побольше. Хотя бы так. Потом насобираю еще всяких ингредиентов легких и дешевых для подобных зелий. Итак, я на месте. Я не помню, отсюда можно корабль взять? Корабль тут есть, но принимает ли он на борт? Вот в чем вопрос. Этим ребятам я не нравлюсь, независимо от привлекательности своей. Ну, я, помнится, когда тут впервые очутился, уже пытался порасспрашивать по поводу там направлений. Ну, да. Никто меня не хочет отсюда увозить. Дарджу, привет, я пришел за тобой. Есть ли новости из аргонянской миссии? Они сказали, что не будут помогать кому-то столь незначительному. Но на самом деле, им Килая сказала, что они помогут тебе. Отличные новости, Холмс. Так. Кстати, есть Firewatch, аргонянская миссия еще. Так меня называют надсмотрщики. Он считает, что желание освободиться — это проблемное поведение. Нужен будет ключ, чтобы меня освободить. Таковой есть у Надары и Ларван. Вонючему ящеру. Так, ну вообще этот вроде диалог был уже, но давай на всякий случай еще раз. Фарандрана хочет, чтобы я убедил тебя перестать просить чужестранцев помочь тебе. Спасибо, что сказал, Холмс. Мне нужно быть осторожным тем, кому и чему верить в будущем. Так. И что? Что по поводу этого задания теперь? Все еще активно. Ладно, хорошо. Можно поговорить с надсмотрщиком теперь. Совершенно нетипичный Альтмер. Greetings to you, Argonian.
Все еще не привык быть рабом. Ты с ним поговорил, да? Вот твое золото. Возвращайся через пару дней за остальным. Интересно. Интересно, правда... Опять же, проблема в том, что надо будет сюда вернуться. У меня уже есть мысль, можно сюда поставить метку. И телепортироваться из Альмастира. По поводу органианской миссии, наверное, я не буду с ним говорить. Мало ли, как он отреагирует, и мало ли, что мой персонаж ляпнет. Давай просто поболтаем. Ну, я в любом случае, наверное, сюда вернусь, поэтому... Смысл торопить события нет, там пытаться его освободить, наверное, в том числе. Давайте сохранимся. Так, и амулет якоря где? Я вообще на самом деле представлял, что я этого раба возьму с собой, и мы пойдем, значит, такие по просторам Антирина в сторону Альмастира. Будет это таким долгим путешествием совместным и все такое, но... У игры на нас другие планы, очевидно. Поэтому двинусь просто дальше. Слазить туда, что ли, еще тогда уж? Давайте. Хотя не помню, может я там был уже. Сейчас узнаем. Это все равно быстрее, чем обходить это все. Я мог здесь проходить, но не лазить в родовую гробницу. Да, я тут не был. Ну, сейчас надо осторожно. Зелье восполнения маны нужно сделать. Коммуника. Так, и тут есть варианты. У этого ингредиента есть еще полезное свойство хождения по воде, поэтому, наверное, я его буду в последнюю очередь использовать. А вот у двух других с эффектом восполнения маны остальные свойства похуже, поэтому их в первую очередь в расход пущу. Так, пока что. Что это было? Призрак. Опа, рубин. Что он делает со мной? Выносливость повреждает. Так, каким образом у меня все еще... А, это, наверное, благословение Аралора, да? Улучшает привлекательность. А, слушайте, я понял, почему у меня... У меня реально повреждена ловкость. Так, а как? Я вечно забываю, как это можно делать. Вроде как...
каких-то святилищах можно, у общих алтарей каких-то там. Алтарь Альмсиви вроде бы. Это надо искать. Ну, в принципе, не критично. Если я найду, может, какое-нибудь зелье восстановления ловкости в ходе путешествий. Просто суперское зелье жалко тратить. У меня вроде бы есть, да, вот. Ну, жалко, да. Так. Шуп. Так, от этих ребят лучше подальше держаться. Блин. Вот что он сделал? Отлично, оно хотя бы восполнилось обратно. Фу. Это тоже не помешает. Чернильница. Я возьму. Так, а я взял рубин или нет? Все, совсем уже памяти никакой. Так, это потом золото. Новая музыка тоже классная, такая напряженная. Ну, кстати, можно не красться, врагов не осталось больше. Ну, бонитовые стрелы классно, но они так красиво тут лежат, что оставлю их тут. Зачем они сюда затащили телегу? Непонятно. Ну и родовая гробница получилась такая. Не особо протяженная. Еще я, знаете, хочу вернуться в Тарджулан. Мэтр Владислав мне подсказал, что я там упустил что-то. Ну, как мне показалось, да, я еще и не взял рубин. Как мне тогда показалось, я там довольно внимательно все изучил, но похоже нет. Надо посмотреть, что там еще можно нарыть. Ну, это может быть как раз я за кадром сделаю. Посмотрим. Ну, пока что полетели. Можно на этот раз попутешествовать как-то поболее... Опять же, диким местам. Там вот я ходил уже по этой дороге. Что если забраться сюда, например, вон там фуражир Квама. Если там есть фуражир Квама, значит, в теории есть какие-то точки интереса. О, нет! Поиспользовать это все дело. Хоть камни душ не пропадают у меня. Без дела не томятся. То их куча, они довольно много веса отъедают. Это все еще те камни душ, которые мне выдали за задачку с Миссой Райл.
проблемно как-то на юг продвинуться из-за этих ландшафтов. Лишний раз при этом левитацией не хочется пользоваться, как бы абьюз получается. Ну, тут, похоже, без вариантов. Может, здесь я найду дорогу? Я найду тут только еще одну пещеру какую-то. Пещера. Ладно, план такой. Посмотреть, что в пещере. А потом все-таки левитацией воспользоваться. Я сейчас нахожусь прямо на кромке готовых земель. Дальше лезть может быть нецелесообразно. Попробую опять же полечиться. О. Что, на 4 раза хватило аж? Это там зелья левитации валяются, по-любому. Так, а у меня есть? У меня есть. Дыхание под водой, в принципе, мне уже не нужны такие вещи. Крысы — это все, что будет здесь? Как темно-то, смотрите. Похоже на пещеры образца Обливиона, кстати. Ну да, конечно. Я как-то все никак не могу определить, то ли мне лень влом каждый раз это все выкладывать, то ли все-таки лучше выкладывать. Ну, сейчас мне влом, например. Сейчас не буду. Ай, что меня атакует? Здорово, рыбина, здорово. А ну-ка, давай-ка я тебя поймаю. Сейчас просто представим, что со мной ничего этого нет. Только одно зелье восполнения здоровья, не самое крутое. Так. Один свиток перышка. Один щуп подмастерья. Одна отмычка мастера. Вроде все. О, это же адамантиновая руда, да? А, серебряная. Так. А зеленый есть? Вообще пока нахожу. Кстати, а может что-нибудь можно сварить из этого всего? Вроде как не особо. А вот дай-ка я возьму хотя бы одну синеножку. Хождение по воде, чтоб было у меня. Так. Вот, я приплыл к месту, над которым я проходил. Вот действительно по типу Обливиона сделана пещера эта. Вот
Вот еще, кстати, один из недостатков Обливиона, что там очень повторяющиеся были все. Так, а у меня... А, блин. По поводу рыб. Я же уже нарушил. Я воспользовался камнем душ. Хотя... Подожди. А, да. Хотя камня душ-то я с собой не брал бы, конечно. Ладно, будем думать, что я просто забыл, что у меня нет камня душ и скастовал. Ну и все. Тут ничего больше нет, да? Так. Да, похоже, больше ничего. То есть единственная точка интереса, по сути, в этом месте — это жилы серебряной руды. Вот такая вот пещерка. Так, а здесь у нас что-то... Интеллект, сила воли. Ну, хорошая штука для магов, кстати. Давай, наверное, даже возьму одну штуку. Вот, ну и да, все. Давайте тогда на этом заканчивать. Серия, иначе подзатянется. В следующем эпизоде продолжим движение в сторону Тарджулана и Альмастира. Вот, ну а по сути все. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tamriel Rebuild. Лайки, подписки, спасибо за просмотр. И пока-пока.